Добрый день, дорогие зрители. Это программа «Невъездной». Я ее ведущий Андрей Стапинас. Пока еще не въездной и, наверное, не въездной в Российскую Федерацию до конца своей жизни. Да ну и ладно. А сегодня со мной очень интересный гость, правозащитник, политик, а также половина, наверное, самого популярного дуэта на сегодняшний день Арестович и Фейгин, Марк Фейгин. Добрый день, Марк. Рад приветствовать, Андрей. Скажите, вот сразу, может быть, про этот дуэт, который, уникально популярен в эти дни. Много очень разных людей с разных точек мира его используют и как успокаивающее перед сном, и как самую главную, наверное, такое главное обозрение дня. Но, Марк, как он начался? Ведь вы начали эти разговоры с Алексеем Арестовичем не в начале войны, а раньше, как мне кажется. Ну да, это было, по-моему, за год до войны на моем канале. Это политический стримовый канал, оппозиционный канал, естественно. Беседы, но это что-то напоминающее ток-шоу, но это не журналистский продукт, это, в общем, скорее блогерский канал. И да, мы беседовали о войне, разумеется, о которой еще предстоит. И надо сказать, что сам Алексей Арестович, он тоже вел свои эфиры на своем канале. То есть, я бы сказал, что ситуация с войной, она это внимание повысила. И то, что мы говорили, мы практически говорим то же самое, только применительно уже к тому, что происходит. И мне кажется, благодаря этому доверию, которое сложилось еще задолго до начала событий 24 февраля, люди так среагировали. Важно тут несколько вещей. То, что все-таки мы говорим на русском языке. Да. Потому что на украинской мове сам Арестович дает интервью другим украинским каналам, он выступает с брифингами именно на родном языке. Второе, это то, что все-таки один россиянин, пусть я россиянин с таким большим стажем против власти в России, но тем не менее я россиянин, а он украинец. И поэтому здесь некая бинарность такая существует, потому что два человека, которые разговаривают, это два нормальных человека. Да, а на поле боя русских в основном видят ненормальных. Это тоже важный фактор. То есть, в таком диалоге нуждаются и русские, те, которые понимают, что происходит в России, и украинцы, которые говорят на русском, но тоже, в общем, видят в лице таких, как я, людей нормальных, которые бы должны были, как русские в потенциале, знаете, как Бердяев когда-то сказал. Да. Это тоже очень важно. Ну и русские общины, а они же включают в себя, они же гетерогенны. Они же не только там русские, там все, кто говорят на русском языке, это выходцы из стран бывшего СССР. В общинах по всему миру смотрят именно этот канал, потому что, русский язык является инструментом этого общения. Ну, а потом смотреть российские источники бессмысленно, потому что это цензурированные источники, да еще и в тоталитарной нынешней России путинской, они не дают ни информации, они не создают диалога, и почерпнуть там нечего. Ну, и цифровой носитель, то, что это не какая-то СМИ, да, вот у меня же нет телеканала, я просто вещаю на видеохостинге YouTube. Но это создает дополнительную возможность для коммуникации. Цифровые технологии, они, оказывается, для войны очень приспособлены. В Евросоюзе такие блогеры, как вы, уже они, как и СМИ, считаются СМИ, и к ним подход тоже как СМИ. Но Марк, вопрос, конечно, у вас цифры впечатляющие, и я думаю, что обратная связь тоже очень сильная. Конечно. Как реагируют русские на ваши разговоры, скажем так, с лицом врага Российской Федерации? В основном меня смотрят все-таки люди, по преимуществу в России, которые думают, как я, разговаривают, как я. Да? То есть, это оппозиционно настроенная среда. Люди, которые ненавидят Путина и хотят, чтобы он быстрее сдох. Понимаете? Поэтому мне с ними проще находить общий язык, хотя они тоже критикуют, кстати сказать, по другим причинам. Они смотрят, они поддерживают, они черпают эту информацию, не считая Арестовича врагом. Вот это очень важно. Не представителем врага, не представителем военного ведомства,
Он функцию именно эту выполняет по части военной информации. То есть, к нему отношение как к обычному Алексею Арестовичу, который врагом-то точно не считается. Ну, потому что мы воспринимаем российскую армию сейчас в Украине как оккупационную. Ну, Россия сама находится под внутренней оккупацией, да, потому что я считаю, путинский режим это тоже оккупационный режим. Но так или иначе, у меня комплементарная среда тех, кто смотрит. Ну, конечно, есть и те, кто, которые являются противниками нашими, врагами нашими. Это там мы их называем ватой. Да, это Мы общее. тоже, да. Да? Ну вот. Они тоже смотрят, но они, по-моему, больше насыщаются ненавистью к таким, как мы. Вот. Но мне это абсолютно все равно. Меня эта аудитория не интересует. Это я не для них делаю. Ну, а если они смотрят, ну что ж. Это свободный интернет, там кто угодно может смотреть. То есть у вас нет иллюзий, что можно такими способами что-то поменять в их мышлении? То есть их русский, этот зомбоящик уже так прозомбировал, что точки возврата нет. Как вы думаете? Понимаете как? И да, и нет. Потому что проблема-то ведь заключается в том, что я не занимаюсь пропагандой. То есть, я не получаю денег, никто меня не содержит. Это абсолютно независимый канал. Ни украинцы, ни грантов я никаких никогда в жизни не получал. То есть, я сам по себе. Я в этом смысле абсолютно отдельный. Вот. Но я занимаюсь распространением свободного обмена, информационного обмена. И это очень важно. А какая-то часть, безусловно, наблюдая за этим совсем, сопоставляя с реальной картиной, они могут менять свое отношение. Это может быть не очень большое число людей из России, которые думали, что война это хорошо, что надо способствовать имперскому захвату, и вдруг увидели, что не за 72 часа захватили Киев, а вообще говоря, Киев-то вообще не захватит. Тогда ради чего эти жертвы, ради чего все? Это может быть происходить, такая трансформация, но на это надо больше времени. Это быстро не произойдет. И этому должны сильно способствовать перемены на фронте. То есть, если Украина будет одерживать успехи военные, то вот такое изменение возможно. И, конечно, такие каналы, как мой, этому сильно поспособствуют. Но просто еще раз повторяю, свободная информация, это лишний раз доказывает, она может разрушать много чего. Представления о мире очень искаженные у огромной части аудитории в России. Но в чем их особенность? В отличие от советского периода, да, когда тоже была цензура, существовал тоталитарный Советский Союз, там же не было доступа к свободной информации. Да. Понимаете, никакого. Сам издат или западные радиоголоса за одно сажали, за другое глушили. Поэтому не было такого. Интернет это все-таки игрушка 21 века. То есть, любой человек может подойти к компьютеру, нажать и посмотреть это все. И получить этот доступ к информации. Беда в том, что русские люди в своей массе этим не пользуются, они от этого отказываются. И это особенность сознания, феномен такой. Ну, еще другая беда, что какой-нибудь следователь может взять компьютер какого-нибудь человека в Санкт-Петербурге и посмотреть, что он смотрел Фейгина и Арестовича, и тогда возникнут вопросы. Ну, да, в основном это оперативники делают, даже не следователи. Ну, да, конечно. Но, конечно, такая опасность есть. Жизнь в России – это всегда опасность. Это угрозы и опасности. Поэтому человек должен сознательно этот выбор делать, понимая последствия. В противном случае он проживает жизнь микроба, понимаете, там, не знаю, биоорганизма. Каждый сам выбирает. Некоторые так предпочитают, а кто-то считает нужным эту свободную информацию получать. Но все равно доступ к ней можно получить. И достаточно безопасно. Не все время за спиной твоей дышит полицейский. Да. Но беда, повторяю, в том, что многие в России настолько повреждены в своем уме, что они не готовы воспринимать любую другую свободную информацию. И это большая-большая проблема. Марк, можете ли сравнить два лица войны, то есть на собственном опыте общения или на то, что вы видите по телевизору, то есть Арестович и Коношенков? Ну, понимаете, я уже много раз говорил, Коношенков – это человек, на лице которого написано, что у него нет секса, понимаете? Он безнадежный. Так? Практически. Ну, посмотрите на него. Это запойный алкоголик, в армии все алкоголики. Попробуй там в генералитете не быть алкоголиком. Человек небольшого ума однозначно. Ну, такой службист, он исполнитель. Дело в том, что он абсолютно бессодержательный. В нем нет ничего такого, чтобы отличало его от общего выражения. Он же такой, как все. Вот в этом его беда. Они все время стараются всех причесать
под никого, чтобы no-name был. Он и выглядит как... Его могли повесить в погоны лейтенанта, а он генерал. И что бы изменилось? Ну, ничего, абсолютно. Ну, может, по возрасту было бы странно. А так, в принципе, он несет абсолютную чушь, ложь. Потому что эта система не может существовать без лжи. Ну, например, он говорит, российских военнослужащих погибло 1351 человек. Это последние цифры, больше цифры не менялись. Все понимают, что это ложь. Понимают даже те, которые готовы его слушать. Там, в России, аудитория. Матери погибших. Они все равно его слушают. Представителя Министерства обороны. Но это же ложь. Все это понимают. Да? И он произносит ее так, эту ложь. Она не выглядит убедительной. Он не человек, который может убедить. Именно. Вот у меня вот вопрос, Марк. Почему? Почему из всех людей они выбрали, не сумели выбрать человека, который мог лгать изящно? Ну, возьмем, опять же, Германию нацистскую, доктор Геббельс, да? Он лгал, но как он это делал? Да. Кстати, в Германии телевидение впервые возникло. Мало кто знает о том, что именно там создан был первый телевизор, были телепрограммы. Сетка вещания там была, кстати сказать. Но дело даже не в этом. А у них нет таких. Вообще нет? Ну как это может быть? Нет. Такое какое-то вырождение у них. Вот какая-то, в общем, обратная селекция. Там люди индивидуальности не нужны. А это всегда должна быть индивидуальность. Потому что она привлекала, какой-то возникала магия. А ее нету, понимаете? Ну, просто как бы биография подобных людей, она не может вообще создать какого-то феномена, там, уникума какого-то. А они выбирают из того, что есть. Они все такие. И Путин такой же. Если бы не его вот эта большая должность, миродержавие его, там, престол, что называется, так и он-то, вы посмотрите на него же без слез не взглянешь. Это же ничтожество. Поэтому, конечно, они все стилизуются под первое лицо. Они все одинаковые, они все такие, понимаете? Представить себе свободного человека, а только такой может быть привлекательным, да, который говорит свободно, выражает свободно, объясняет свободно, не боится критики, не боится говорить правду. Иногда она очень и очень жесткая. Вот. Это не для такой системы, не для такого типа систем. Там все должно быть предельно сглажено. Все должно выглядеть как подстриженная трава на газоне, понимаете? Любое выбивание из нее – это уже создание какого-то неконтролируемого проявления. Потому что… Да и людей-то индивидуальности там не осталось. То есть им кажется, что то, что говорит и как выглядит Коношенков, это все в порядке? Да, это партикуляризм называется. Партикуляризм. Вот у них принято вот, по инструкции, по служебной, подстрижен там 1 сантиметр, бобрик. Значит, форма, побрит, без бороды, вот, и еще что-нибудь такое же. И говорит, как по бумажке казенными штампами, значит, и вот все. Вот это вся импровизация его. А вот представьте его вот на секунду в какой-нибудь дискуссии. Вот Коношенкова и Арестовича. Представьте, во что бы превратилась. Она немыслима. Ну, это уже будет такой гладиаторский бой, когда один с оружием приходит, а другой просто так сидит, без ничего, даже без доспех. Да. Даже неприятно было бы смотреть. Наоборот. Я даже скажу наоборот. Арестович приходит абсолютно без ничего, без никакого оружия, а Коношенков в латах, все, цепь, шлем, а Арестович выигрывает. Вот приблизительно вот так это будет выглядеть. Да, но это виртуальная такая дискуссия. Я думаю, что никогда в жизни этого не случится. А теперь поговорим о самой войне. Марк, когда мы с вами говорим, ровно 3 месяца прошли от начала войны, значит, 10 раз они уже взяли Киев за 3 дня, да, и тому подобное. А то, что сейчас творится, вот я и вчера вечером смотрел ваш разговор с Арестовичем, значит, все крутится около одного населенного пункта, да, Северодонецк, да. и тому подобное. Значит, такая, совсем не такая война, какую ожидал российский главнокомандующий. Как вы думаете, как мы еще будем видеть, хоть на месяц? Какие ваши предположения? Но мой прогноз такой, что шансы у российской группировки есть занять Северодонецк, он и есть. Окружить, не окружить, это уже такой вопрос военный. Тут сложно сейчас что-то прогнозировать, но выйти к административной границе Луганской области, навалившись вот на этот участок фронта, в принципе, Минобороны РФ может.
Но получается, понимаете, взвешивать на весах. Они собирались захватить всю страну, ну, Киев, там, не знаю, Львов, Полтаву, Харьков. А тут идут бои за Северодонецк. Понимаете, Да. малюсенький, в общем, город. В масштабах даже Украины. Не очень большой Да, я город. думаю, очень многие первый раз услышали это Конечно. название и начали искать на карте. Да, но это все сократилось. Вы представляете, до каких масштабов там? Да, они высаживали десант в Одессе. Они, так сказать, на Чернигов наступали. Они обстреливали Харьков, практически окружили Харьков. Он находился в полуокружении. И сейчас уже огромной победой выдается, так сказать, падение Мариуполя. Там горстка защитников почти 3 месяца обороняла территорию завода, 22% от всего города. И вот продвижение в Луганской области. Я думаю, что они предпринимают неимоверные усилия, я имею в виду Кремль, я имею в виду Минобороны РФ, для того, чтобы достигнуть лучших результатов в их представлении. Да? Выйти на административную границу Луганской области, чтобы перейти в оборону, начать переговоры, используя все свои источники, начать давить на Киев со стороны западных конфидентов, которые есть, безусловно, и в Европе, вот, для того, чтобы остановить войну. Вообще все в Европе хотят остановить войну. А кому нравится война? Конечно. Беженцы, кровь, расходы, высокие цены потребительские и так далее. Все хотят, конечно, все хотят остановить войну, но какой ценой? Вот Москва хочет по минимуму оставить, как минимум, все территории, которые она заняла после 24 февраля. Ну и по возможности добиться нейтрального статуса Украины, там, не вступления в НАТО, ну и вот эту мифическую денацификацию, которой, конечно, никакой не может Кажется, быть. про это уже никто не говорит в этой неделе. Они не говорят, это будет предлогом сохраняться, тем более то, что в плену сейчас находятся комбатанты из полка Азов, это будет еще крутиться какое-то время. Но в принципе для Москвы очень важно добиться сохранения за собой этих территорий. Они понимают, что дальше начнется уже другая война, потому что Ленд-Лиз заработает на полную катушку, что называется, через месяц-полтора. Действительно, получение тяжелой техники украинской армии. Я, кстати, не исключаю, что инструкторы американские будут присутствовать и при обучении, и даже, возможно, при использовании этих орудий. Они там стреляют там, на десятки километров. Это все опасно. Потери возрастут кратно у российской стороны. И она хочет до этого момента добиться примирения, добиться прекращения огня. Вот что она хочет. Про это мы еще поговорим. Вот, Марк, такие два разных взгляда, по-моему, у вас и у Алексея Арестовича. Вы говорите, что Путин, вот как вы сейчас говорили, может взять паузу в войне и набрать силы для нового, более мощного наступления через несколько лет. Арестович у вас говорил, что надо всеми силами добить их так, чтобы в ближайшее историческое время кремлевские товарищи даже не думали про эту агрессию. Как можно сопоставить эти две точки зрения, как вы думаете? Ну, тут есть условное противоречие, потому что как раз-таки наоборот. Я говорю о том, что действительно нужно поставить точку в этом, чтобы избежать в будущем, через год, через 2, через 5, через 8, как это произошло после событий 2014 года, возобновления войны. Об этом говорят и западные партнеры Украины. Тот же Ллойд Остин, министр обороны США, там на базе в Рамштайне, где проходило совещание, сейчас уже второе прошло, он говорил о том, что мы должны лишить военного потенциала Москву для того, чтобы она не могла больше повторить то, что она сделала с Украиной, с другими соседями, да и с самой Украиной. В этом нет противоречия. Другое дело, чего хочет Путин. И тут тоже нет противоречия. Я считаю, что Путин, конечно, хочет уничтожить Украину как суверенное национальное государство. Он хочет уничтожить украинскую нацию. Я вообще все 8 лет об этом говорю. Да, то есть ничего нового здесь нет. Другой вопрос, дадут ли ему возможность для этой передышки, дадут ли ему возможность для этой паузы. Этот вопрос сейчас открытый. Он сейчас открытый, потому что некоторые в Европе, вот итальянский план примирения, который сейчас продвигается, это же тоже все не случайно. Там с его заявлением Берлускони о поддержке в попытке отдельных заявлений Берлина или Парижа, что вообще как-то надо попытаться найти консенсус и так далее. Это свидетельствует о том, что Путину хотят дать эту паузу. Но не потому, чтобы он снова нападал, а чтобы купиться опять на его обещания, посулы о том, что это окончательное
окончательное примирение, и мы оставляем за собой те территории, которые есть, и, конечно, мы обещаем, что больше не будем повторять ничего подобного. Нормальный человек не может в это поверить. Он это видел, обман, много-много раз. Но вы знаете, в Европе вообще разные настроения. Я вполне допущу, что кто-то и поверит в это, понимаете, в эти обещания. Знаете, Марк, вот очень интересная параллель. Я как раз смотрю такую отличную документику BBC про Вторую мировую войну. Она называется World at War. Она старая, там, 73-го года, но очень интересно, потому что там говорят люди, которые еще в то время жили и все помнили про эту войну. И там, знаете, только много параллелей с сегодняшним днем. И политика Запада, и попытки угомонить Гитлера, и надежды на его слово, и эти экономические интересы Британской империи, Французской республики и тому подобное. Как вы видите сегодняшнюю войну вот в зеркале Второй мировой? Ну, во-первых, вторая, она уже случилась. Значит, уже можно делать выводы и учиться, как говорят, на ошибках. Да? То есть, действительно, здесь есть параллели. Все, что предшествовало событиям 24 февраля, это просто аллюзии исторически очевидные. То есть, настолько очевидные реминисценции с 1939 годом, Мюнхенской сделкой и всем остальным, что, по-моему, отделаться от них невозможно. Начало войны с Польшей в 1939 году в сентябре тоже напоминает, собственно говоря, такое же начало войны с Украиной. И попыток втягивания в нее третьих стран, да, Белоруссии в частности, является ли она частью этой войны? В известном смысле, конечно. Запада, который помогает Украине, тоже, конечно. Вопрос ведь в том, что на начальном этапе именно с Гитлером это попустительство, когда у него еще не было достаточно сил, и он их тратил, расходовал без оглядки, потому что военных сил, потому что вермахт был очень маленький, еще не было тяжелых вооружений, не было того размаха промышленного, который позволял бы ему вести войну по всей Европе. Да? Можно было предупредить все? Конечно, можно было. Безусловно, можно. Но этого не было сделано, не было политической воли. Вот сейчас аналогией является как раз-таки слабость воли. Ее пытаются найти в себе англосаксонские союзники. Безусловно, Вашингтон и Лондон ведут себя более уверенно, более решительно, это очевидно. Но, тем не менее, как это обычно бывает, всегда на другом полюсе находятся не готовые к решающему поведению союзники того же Запада, коллективного Запада. Это и Берлин, безусловно, и Париж, и некоторые другие страны Западной Европы. Кто победит в этом? Будет, кстати, как это ни странно, зависеть от Киева. Потому что решающее слово может оказаться за Киевом. Он откажется от любого мирного плана и тем самым подтвердит намерение решить все на поле боя. Чего, кстати, при Гитлере не было, если мы заметим. Боррель, который сказал, все решится на поле боя, нужно именно сейчас, не потом, потому что все равно уже другого способа не будет. Именно сейчас окончательно для себя решить, поле боя или же уступки. Вот если остановиться на первом и уже больше не рефлексировать по этому поводу, то тогда результата можно добиться. Положительного результата. Тем более, что, скажем так, Гитлер был на 20 лет моложе Путина. Больше даже. Больше какой там на 20. Там 30 был, когда все началось. Ему было 45. 45, да, 45. Путину сейчас 70, но будем говорить так, что много тут скидок надо сделать на сроки, время, медицину. Про Путина разные ходят слухи, но тем не менее и бэкграунд у Гитлера был другой. Он все-таки был военнослужащий, он воевал, был ранен, отравлен газами. Он был идеологическое лицо. То есть, он все-таки был очень идеологический. Для него там деньги играли второстепенную абсолютно роль, вообще никакую. Они были инструментом для достижения идеологической цели. Путин не такой. Он вымученно пытается найти идеологию, оправдать свою клептократическую сущность. В этом есть преимущество, потому что он зависит от Запада сильнее. Да, но Гитлер не инвестировал 15 лет большие деньги в общественности во Франции, в Германии, в Италии, в Венгрии и тому подобное. И то, что мы видим сегодня, вот как эти инвестиции окупаются, да, Марк? Окупаются, безусловно, но ведь и я же сказал о решимости. Если воля победит, то все эти инвестиции могут быть отобраны. То есть, волевым образом это все решить. Прекратить по этому поводу дискуссии. Да, вот я вижу сейчас дискуссии неожиданно вернулась по поводу, а можно ли конфисковывать активы. Именно конфисковывать, не замораживать. Подсанкционные активы и в Америке, и в Европе. Министр юстиции высказался Соединенных Штатов, сказал, что, вы знаете, юридических механизмов хороших для этого нет.
как интересно, идет война, а тут заговорили про юридические механизмы. А бомбить юридические механизмы есть. То же самое вторит ему министр юстиции Германии. Сказал то же самое. Я думаю, именно потому, что этот разговор начался с Вашингтона. Хотя там в Конгрессе все-таки в Палате представителей уже приняли закон о возможности таких конфискаций. И это я вижу как некий отыгрыш назад. Вместе наряду с мирными планами, которые предполагают возможность соглашения Киева с тем, что их часть территории потеряна. Еще дополнительно Херсон, там потеряна часть Донецкой области, теперь Луганской области и так далее. То есть это все свидетельствует о том, что решимости в должной степени нет. И эти инвестиции, как вы правильно сказали, окупаются. Но надо лишить этих инвестиций. Нужно просто их волевым образом отобрать. Так же, как в Латвии, например, если вот говорить уж, просто лишить всех этой собственности олигархов, которые прятали долгие десятилетия там эти активы. Понимаете? Вот сейчас вот на Авина, гражданин Латвии, возбудили уголовное дело вроде бы. Я не знаю, предъявили ему обвинение, нет в Англии, в Великобритании. Но почему-то ничего не происходит в связи с этим. Да? В Латвии не отнимают собственность. Посмотрите, заедьте в Юрмалу и увидите, какое количество... Да, вот я знаю, конечно. Вот. Но я, Марк, знаете, даже имел в виду даже не прямые инвестиции, а такие инвестиции, знаете, в германские интеллектуалы, которые пишут письмо «Войне нет» и тому подобное. Вот это что? Всякие институты, которые Путин спонсировал на 10 лет там во Франции, в Париже, которые говорят, а зачем нам эта война и тому подобное. А это безусловно, это даже в Америке такое происходило. Там вот этот Саймс, который называется Саймсом, бывшие русские мигранты, связанные с республиканскими кругами, тоже этим занимался отчасти. Там много и конфидентов. И в Америке, и в Европе, не говоря... Ну, в Европе больше. Процесс шредеризации, ну, фактической коррупции европейской, да, будем прямо говорить, он же охватил многие страны, многие представители истеблишмента. Да? Да. Посмотрите, какое количество вынужденных советов директоров российских госкомпаний было вынуждено уехать к себе обратно, там, начиная от Фиона, премьер-министра Франции бывшего, да, ну пусть судимого, но все-таки. Там той же Кнайсель, по-моему, министр... Кнайсель, да, это которая танцевала с Путиным. Но она со Шрёдером еще долго держались, они из Роснефти ушли только, кажется, пару дней тому назад. Так и есть, так и есть. Держались сколько могли. А вы же понимаете, что Шрёдер — это представитель истеблишмента социалистической, социал-демократической партии Германии. А сколько там торговая палата немецкая. Вы знаете, они же не вылазили из Москвы. Они все связаны теснейшими связями, коррупционными, безусловно, связями, денежными связями с московским режимом. И поэтому, конечно, будет тяжелее. Но невозможно законами, судами это преодолеть. Это можно преодолеть только волевым образом. Конфисковывая, рубя с плеча, понимаете? Да. Этого невозможно было сделать, пока не было войны. Да, конечно, потому что тогда искали правовые механизмы, как от этого защититься. Я же помню все эти дискуссии. Я был и в Конгрессе американском, и в Европейском парламенте. Везде, где я только не был. Пока был адвокатом и защищал политзаключенных. Одно и то же. Это невозможно. Да как мы можем? А кто такие пропагандисты? Мы знаем, что есть журналисты. А как отделить пропагандиста от журналиста? И так далее, и так далее. А сейчас, посмотрите, сейчас без всякой рефлексии приняли очень важные решения. И как это всегда, они начали пробуксовывать. Почему? Потому что потерян темп, нет ритма. И вот, например, 6-й пакет санкций, который предполагал эмбарго, вы посмотрите, сколько его обсуждают. Ну, понятно, да. Венгрия, позиции и так далее. То есть, при других бы обстоятельствах это быстро преодолели. При других бы обстоятельствах, понимая, что идет война, и угроза всей Европе, а она есть, эта угроза, и странам Балтии, и Молдове, и Грузии, а может и дальше Польши, она есть, и преодолеть ее можно только одним единственным способом. На время отложив все эти рефлекторные размышления относительно, как действуют законы, право, вот в отношении такой проблемы. Но это потом можно будет разобраться. Да, давайте, Марк, вернемся из Европы в Россию. Ваш взгляд, кого будут винить, кто будет крайний, когда Россия начнет разбираться, конечно, там внутри разбираться? Да. Кто же провалил эту операцию, где Киев должен был взят за 72 часа? Как вы думаете, на кого? Кто будет крайний? Но основная фигура уже, по-моему, определилась. Это Генштаб, его руководство, генералитет. Возможно, Герасимов, ряд других. Но это будет опала. Это будет такая опала, которая не дает оснований для тяжелого, глубокого раскола между
военными и, скажем так, спецслужбистами. Реальной властью в России обладают, безусловно, спецслужбы, прежде всего, так сказать, коллегия ФСБ, главный орган. Вот правительство, вот, там, не знаю, администрация президента, парламент. Это все коллегия ФСБ. Высшие руководители спецслужб, они именно там. Ну, можно читать Совет Безопасности и так далее. Но проще свалить это на военных. На военных, потому что вы плохо воевали, вы плохо подготовились, у вас армия подошла к военной операции не в надлежащем состоянии, вы ее разворовали, у вас там табуретки в танках, у вас того не хватало, этого, где ваше современное вооружение, танки «Армата», истребители пятого поколения, ничего этого вообще нет. Вот. И, кстати, военную оценку этому уже давно дана и Пентагоном, и всеми остальными вполне авторитетными наблюдателями, которые сказали, в общем, в конвенциональной войне Россия победить не может там, ни с кем. Поэтому проще обвинить военных. И я думаю, что, скорее всего, так и произойдет, что будет большая смена командования в Генеральном штабе, отчасти в Министерстве обороны, ну, в меньшей степени. Но все-таки Генеральный штаб перетрясут однозначно. Сегодня в «Медузе» такая интересная статья вышла про то, как меняется взгляд на Путина. То есть, что по их источникам, что им уже становятся недовольны и ястребы, которые говорят, что нам все равно нужно дожимать Киев любым способом, я имею в виду в поле войны, и это партия мира, которая говорит, ну, уже, может быть, хватит. Как вы думаете, как будет вертеться главнокомандующий? Но это зависит, во-первых, от его дееспособности. Это тоже очень важно. В этом году, через несколько месяцев, ему 7 октября исполняется 70 лет. И это не 70 лет, знаете, библиотекарь или садовник, который еще лет 40 может прожить и безболезненно. Это все-таки в условиях стресса существования. Но в то же время в условиях самых лучших врачей, наверное, в России. Ну, Бога не обманешь все равно. Бога обмануть не удастся. Да. Поэтому, да, врачи, медицинское обслуживание, все это есть у него. Но, понимаете как? Для того, чтобы вести войну, ты должен сам демонстрировать пример, ну, такого мачистского начала, такого брутального, что ли, брутального начала. Путин уже ему совсем не соответствует. Уже какое-то время. Не знаю, не берусь судить. А дальше ситуация не улучшится. Понимаете? Ни одна пластическая операция, которую он так любит, не исправит положение. В этом есть некий символический образ, который утрачивает свою первоначальную жесткость и вот эту ассоциацию с войной и с военными победами. Его уже нет. Поэтому здесь сакральность имеет значение. Сами к ней постоянно оперируют. Что касается ястребов и голубей в окружении Путина, ну, они мало отличимы, но, тем не менее, понимаете, война принесла всем, собственно говоря, разочарование. Ну, так, по большому счету, олигархи. Ну да, конечно. Они попали под санкции, которых, может быть, в таком размахе они не ожидали. Что касается, значит, силовой бюрократии, то же самое. Они как бы оказались проигравшими, потому что, видимо, они тоже рассчитывали на 72-часовой спорт, да, блицкриг, после которого они получат новые возможности. У них огромная для освоения территория 40-миллионной Украины, которая станет еще одной вотчиной их. В том числе. И самое главное, что они тоже, видимо, прогнозировали, что это, ну пусть не 72 часа, но все-таки это решаемая задача. Значит, и самое главное, что Запад не будет так реагировать. Военные тоже, наверное, намеревались быстро получить результат. И, как сказать, война все спишет. Вот спишет воровство, спишет все. Ну, все сгорело, все, танки, личный состав, там, ну, что делать? Ну, но вопрос-то решен. А так они много потеряли, и личного состава, и военной техники, да, а вопрос не решен. Значит, уже есть некий элемент разочарования. Ну и, безусловно, конечно, любая из этих групп хотела бы, чтобы это все прекратилось. Только одни хотят быстрее достичь результата, который ставился изначально, захватить всю Украину, а другие говорят, что давайте остановимся на том, что есть. Но практически все не удовлетворены существующим результатом. Ни одному не нравится, что получилось прямо сейчас. Поэтому есть для Путина та опасность, что если он, не дай бог, ослабеет, существенно ослабеет, но в результате там, здоровья или чего-то, его никто не будет спасать. Он никому уже не нужен в этой ситуации, в этой конструкции. Проще, наоборот, на него спихнуть все, что произойдет или уже происходило, сказав, что это во всем он виноват. Да. Не мы, не ястребы, не голуби, там, не олигархи, никто угодно, а именно он, простите, но это он главнокомандующий.
Он придумал эту войну, он Ну ее да, проиграл. в истории очень много таких есть вариантов, даже в античные времена, когда царь или там император ослабевал, Акела промахнулся, да? Да, да, мы как бы даже модифицировали это, но не будем в эфире у вас, значит, паразитировать оскорбительными выражениями. Но суть здесь такая, что, конечно, он должен унести за собой всю ответственность за то, что произошло. Путин должен унести. Потому что были чудовищные вещи. И в Буче, и в Мариуполе, и в Харькове. Убийство мирных граждан. Это никогда не исчерпается. Это не уйдет навсегда. Потому что у этого будет длинный-длинный шлейф. На десятилетия многие. То есть, думать о том, что мы можем сказать, это не мы, и этого достаточно, так уже не получится. Мы живем в цифровой век. Можно было издеваться и припираться по поводу Катыни десятилетиями. Но сейчас все снимается на телефоны, понимаете? Сейчас невозможно ничего скрыть. На дроны, телефоны, спутники, все что угодно. И это невозможно сказать, что это не мы. Вот. Сейчас сбор для криминалистики идеальное время. Поэтому легко доказывать геноцид. А за это все равно кто-то должен отвечать. Так не бывает, чтобы это осталось безнаказанным. Так не бывает. Ни один из них, вот кого мы перечисляем, ни ястребы, ни голуби, не хотят ни за что отвечать. Вот это очень важно. Если бы надо было ткнуть пальцем на одну личность, которая, по-вашему, могла бы стать преемником Путина, кого бы вы назвали первым номером на сегодняшний день? Ну, устранимся от моих предпочтений с точки зрения... Я бы хотел, чтобы они все висели на висе. Да-да-да, но... А реальный, кто реалист. реален, да. Ну, безусловно, это какая-то фигура между Патрушевым и Мишустиным, нынешним премьер-министром. Мишустин даже больше всех устраивает. Поймите, дело в том, что Путин не будет назначать себе преемника из таких людей. Преемник он может сделать, дочь свою сделать, Екатерину Тихонову. В этом, так сказать, он бы хотел бы, чтобы вот так вот было. Да? Дочь – это единственное, что близко, но и то. У этого есть оговорки. А что касается фигуры переходной, то такой фигурой может стать только тот, кто сможет устроить большинство группы. Мишустин здесь даже выигрывает по сравнению с Патрушевым. У Мишустина выше шансы. Но с моей точки зрения, кто бы ни пришел, он Путиным уже не станет. Второго Путина уже не будет. Они проиграют в любом случае. По очень-очень многим причинам. Еще одна военная деталь, потом мы перейдем в разговор про будущее России. Но, Марк, как юрист, как вы оцениваете суд над первым солдатом российским Шишимарином в Киеве, который приговорен к пожизненному заключению? К чему это может привести? Все равно это такая информация просочится или уже просочилась в Россию. Я не знаю пока, как ее, с каким соусом продают пропагандистские каналы, но тем не менее, как вы думаете, имеет это какую-нибудь важность, это такая символика первого приговора? Вы понимаете, здесь есть политическая сторона и юридическая. Что касается юридической, Россия не объявляла войну Украине. То есть официального акта войны нет. Ну, кстати сказать, ни одна война, которая начиналась, не происходила с объявлением войны. Так сказать, всегда это были какие-то отговорки. Ну, там финская война, например, которую начало советское правительство, за что потом их выгнали из Лиги наций, тоже они войну не объявляли, между прочим. Вот. Тем не менее, вы понимаете, какая проблема? Москва называет это спецоперацией. Она не говорит, что это война, и даже людей преследует за публичное обозначение того, что происходит, как война. Украина, тем не менее, приняла ряд решений, по которым она считает, что вторжение, оккупация и все остальное – это элементы войны, и придерживается Женевских конвенций. Она не одна, кстати, там их несколько Женевских конвенций. Все говорят одна, там их 4, по меньшей мере, которые имеют прямое отношение, по которой действительно есть особый порядок, в том числе преследования комбатантов, которые являются частью вооруженные силы, вторгшиеся на территорию суверенного государства, в принципе, судить с юридической точки зрения допустимо. То есть, если человек совершал преступление, особенно против гражданских лиц, а не против военных, ну да, военные друг друга стреляют, это регулируется международным правом, вот этими Женевскими конвенциями. Но он убивал именно мирных граждан. Да. Если вина доказана,
то в соответствии с законами той страны, в которой эти преступления наказываются определенным образом, пенология, если предполагает пожизненное заключение, ну, значит, вот так. Дальше политическая сторона начинается. Будет ли судить, например, солдат батальона полка Азов и там ВСУ, которые обороняли Азовсталь, сейчас они находятся в плену, российской страны? Я бы этого не исключал. Но это не потому, что этого солдата осудил Киев. Не поэтому. Им, конечно, нужно из пропагандистских целей показать, что эти люди являются нацистами, что они там кого-то убивали. По сути, ведь это же абсурд с юридической точки зрения. Они находились на своей земле, на своей территории, были гарнизоном, обороняли от напавших на них иностранные войска свой город, там, Мариуполь или любой другой. То есть, они не вторгались на территорию Российской Федерации. Они не приходили в Ростов, не окружали его, не убивали мирных граждан. То есть, ну, это совершенно абсурдная ситуация. Полностью абсурдная. Ну, хорошо, они говорят, что Луганская и Донецкая республики имели суверенные территории, институциональные, которые включали всю территорию Луганской и Донецкой области. Мариуполь входит в Донецкую область. А Херсон-то какое к этому отношение имеет? Или Киев, где вы высадили десанты там, в Ирпень, Буча и так далее. То есть, здесь ничего нет такого со стороны России, что можно было хоть как-то прицепить к какому-то юридической стороне, понимаете? Женевскую конвенцию они, в общем, не следуют ей. Значит, ничего не делают из того, что требует от них международное право. Поэтому политические последствия более важны. Я думаю, что в конечном итоге они тоже будут судить. Непонятно, как они будут формулировать обвинения, но как-то. Вот этих комбатантов, этих военнослужащих ВСУ на территории России, ну, может, кого-то в ДНР будут судить, я не знаю. Это уже как им фантазия пропагандистская подскажет. Но в конечном итоге, возможно, это как вариант, что все-таки они обменяют военнослужащих российских, находящихся в плену, на украинских военнослужащих, находящихся у Москвы в плену. Я не исключаю. Обмен Медведчука – это пиарный шаг или это реальная возможность? Ну, вы понимаете как? Ну, тут пиаром сложно, потому что если бы за Медведчука отдали азовцев, например, ну, вкупе со всеми остальными военнопленными, то Украина бы руководствовалась, бог с ним, с Медведчуком, забирайте его себе. А для нее важно забрать своих военнопленных. Почему? Потому что Путину все равно, сколько погибнет российских военнослужащих, сколько погибнет российских этих граждан, обменять их, в плену ли они останутся и будут сидеть пожизненно. Ему вообще все равно. Над ним не капает. Потому что его никто не выбирает, он узурпатор. И поэтому количество убитых им собственных граждан никак не влияет на его политическую судьбу. На Зеленского, безусловно, влияет. Это выборное лицо. Худо-бедно, не знаю, пройдут ли свои сроки в 2024 году его выборы, но, безусловно, ему будут пенять за то, что он там не выручил, не спас кого-то из плена, особенно тех, кто защищали Азовсталь. Поэтому для него это важно, потому что он ответственен перед обществом за судьбы, за жизни этих военнослужащих. Путин нет. Поэтому в данном случае заинтересованной стороной является все-таки в большей степени Украина. Вот в чем беда. И поэтому, конечно, они готовы отдать хоть 10 Медведчуков, лишь бы вернуть своих военнослужащих, сказать, ну вот же мы за их жизни боролись, они там, в какой-то хотя бы львиной доле их спасли эти жизни. Они вот вернулись домой. А Путину это все время игра. Ему не надо людей на людей. Он хочет людей на интересы. Понимаете? Я это хорошо знаю, потому что я защищал украинских политзаключенных, Надежду Савченко, Сущенко, там, Ильми Умерова. И то же самое происходило абсолютно. Вот один к одному. Все время меняли не людей на людей, а людей на интересы. Людей на интересы. Очень, очень хорошая такая фраза. Марк, я иногда смотрю, и вот вчера смотрел стримы, лайвстримы из Москвы, из Санкт-Петербурга. И знаете, там все так тихо, спокойно, цветут тюльпаны. В Санкт-Петербурге полные улицы людей. Они сидят в ресторанах, в кафе, там, стоят в очередях на какой-то аттракцион. И возникают такие странные очень чувства, да, когда ты видишь, ну, это как бы страна живет вообще мирной жизнью. И это, я имею в виду, это не пропагандистские ролики, это просто люди, которые делают лайвстримы. Ну, не думаю, что все они сидят на зарплате у ФСБ там, или тому подобное. Значит, для русских, ну, как бы эта война не существует. Да? Они живут своей жизнью, и все там у них спокойно. Какое ваше впечатление вот, насчет и такой русской элиты, и вот этих людей, которые спокойно себе идут в рестораны, в кино с детьми, идут смотреть на тюльпаны, там, не знаю, на Воробьевские горы в Москве и тому подобное?
Ну, во-первых, в принципе, надо прямо сказать, даже в нацистской Германии, как ни в чем не бывало, люди сидели за столиками, когда не было бомбардировок. Рядом, например, с Варшавским гетто также стояли столики, офицеры встречались с дамами, выпивали шипучие напитки в жару в Варшаве. И где-то рядом погибали люди. И ничего, это происходило. Человеческая натура, во-первых, такая. Что касается русских. Безусловно, их война далека. Они ее воспринимают как игра компьютерной мышкой. Понимаете? Это очень важно. Потому что русские, когда вот разговор начинается, насколько они готовы выполнить свой патриотический долг, пойти воевать, это абсурд. Они не хотят лично для себя никакой военной судьбы. Потому что они не чувствуют своей этой прямой ответственности. Потому что ответственность ведь предполагает, ты можешь пойти, раз ты такой убежденный сторонник имперской аннексии, так ты иди, воюй. Но они же понимают, что пули не бумажные. Абсолютное, подавляющее большинство, там, не знаю, 99% в периоде, не готовы добровольно идти воевать в Украину. Потому что добровольно это значит рискнуть своей единственной жизнью. Да? Поэтому ни одна кампания мобилизационная не будет удачной в России. Она провалится. Там все И будут... Кремль это знает. Да, и поэтому не проводит мобилизацию. Потому что, да, он может проводить ее насильственно, заставляя людей. И такие случаи имеют место. Потому что люди выбирают между тюрьмой и походом в Украину на восток. И такие случаи есть. И те, кто с долгами очень сильно зашит. Коллекторы сейчас активно предлагают поехать в военкомат тем, кто имеет задолженности. И там подписать контракты, уже зарплата будет идти в погашение задолженности, там, автокредиты, не знаю, что такое. То есть, можно найти резерв только принудительно. Нельзя его найти добровольно. Совершенно единицы составляют те люди, которые готовы добровольно пойти воевать в Украину. Единицы. Я считаю, счет может идти на сотни, ну тысячи. Но никак не на десятки и даже не на сотни тысяч. Кремль это понимает. И он не хочет страгивать это положение. Ведь надо прямо сказать, за четверть века Путина, ну чуть меньше, они же тоже воспитали потребительское общество. Они точно так же воспитали потребительское общество. Потребительского общества, по сути, не было в советской системе распределительной. Какое там потребление? Там потребление минимальное было. Сколько произвели, столько и потребляй. Что произвели, то и потребляй. А здесь у людей появился выбор. Все равно, тем не менее, Путин сам явно не сторонник социального уравнения. То есть, он сам открыто говорит, что коммунистов не любит. И я думаю, так оно и есть. Он, так сказать, всю, так сказать, дань отдал советскому образу жизни. Он его не любит. И он спроецировал это на общество в целом. Оно ведь хочет именно всех этих девайсов, поездок в Турцию, значит, хорошие машины и гулять в мае месяце, столики, кафе, рестораны, жить обычной потребительской жизнью. Вот. Насколько он может обеспечить это и защитить? Он может это сделать только если не будет принуждать этих людей вот, отказаться от этого полностью и выбрать именно войну. Он не должен трогать вот это последнее, оставшееся у них. Если он еще и заставит их перейти на почти казарменную жизнь, как в Северной Корее, как часто говорят, дойдет ли Россия до Северной Кореи. Вот тут уже будет сложно управлять таким обществом. Они к этому не готовы. Несмотря даже на нищенское существование в среднем, да, особенно теперь, после санкций, после всех этих безработиц, падения экономики и так далее. Но отнять у них последнее, так сказать, право на жизнь, чтобы вот, продолжать, пусть даже этот убогий, но образ жизни, он не решится. Потому что это то последнее, что у них осталось. Поэтому они будут продолжать ходить в кафе, они будут гулять, тюльпаны, как вы говорите, но до того момента, пока их не трогают. Вот я бы так сказал. Ну и под конец, Марк, все же какой вы видите сценарий дальнейшего развития самого государства российского? То есть, неважно ли преемник, но они останутся диктатурой, а может быть они развалится, как развалился Советский Союз, только на другие какие-то части, не на бывшие республики советские. Или все же, как, может быть, как Германия после Второй мировой войны, они сумеют стать демократическим государством. Какой самый реальный путь на конец мая, где мы сегодня находимся? Но для того, чтобы повторить путь Германии с ее катарсисом и всем остальным, нужна все-таки внешняя оккупация. Именно благодаря ей
Германия, пройдя как раз-таки настоящую денацификацию, она достаточно жесткая была. Она не была массовой, но она была избирательной и очень глубокой. Потому что там вешали тех из концлагерей разных там надсмотрщиков, всю эту администрацию, водили в кинотеатры принудительно. Никто же не хотел ходить в кинотеатры, там, смотреть хронику о том, как убивали в концлагерях, потом выкапывать заставляли трупы, значит, казненных и сожженных, уничтоженных в этих лагерях смерти и так далее. То есть, в общем, старались. И то она дала всходы только к 70-м годам. К 60-м. К 60-м, может, более-менее. К 60-м она дала. А так, в общем, люди неохотно вообще на это все шли. Потому что, можно тоже немцев понять. И так войну тяжело пережили со всеми ее... Две войны в 50-м. Да, две войны. И еще и вот такой груз. Это очень было тяжело. Да. Можно понять это. Это можно понять. Но это не вариант. Внешняя Не оккупация вариант. это не вариант. Абрамсы на Красной площади, наверное, Нет. не появятся. Я думаю, вряд ли. Я думаю, другое. Я думаю, что вот как Советский Союз рухнул, как колосс под своей тяжестью, приблизительно то же самое произойдет и с нынешним его реинкарнацией, которую пытался Путин создать. То есть, они же скукожились, эти интересы, то есть, и возможности скукожились до степени регионального гегемона, который хочет просто собрать обратно Советский Союз. И все-таки Советский Союз, как тоталитарная махина, претендовал на планетарные цели. Да? Он и в Африке был, и в Юго-Восточной Азии, там, не знаю, в Латинской Америке. Везде пытался действовать с размахом. Сейчас все скукожилось до пространства Украины, да еще и проигрывать Украине, что немыслимо в масштабах такой страны, которая хочет стать наследником советского прошлого и его гигантских масштабов, сверхдержавных масштабов. Поэтому я думаю, что даже и этого не выдержит система. Потому что после 60-х годов прошлого 20 века колониальные все эти модели, они же рухнули. То есть, от колониализма отказались сами империи. Они сами были счастливы избавиться от этих колоний. Они же отягощали. Будь то британская, любая другая. Вы же посмотрите, гораздо было выгоднее отпустить всех и просто торговать с ними. Это гораздо благополучнее, потому что продавайте нам свои ресурсы, мы будем вам продавать свои продукты, которые мы производим. Приблизительно так существовал мир. Так и сложилось по-настоящему потребительское общество. Русское общество застряло где-то в 60-х годах, в лучшем случае. С попытками сохранить во что бы то ни стало империю, даже не понимая ради чего. Как вы собираетесь эту землю, Украину, да, присовокупляя к себе эти территории, развивать? Вы же под санкциями, у вас ничего нет. Вы технологически отсталая, архаичная страна. С совершенно незаселенными, пустующими пространствами на тысячи и тысячи километров. Такое развитие невозможно в принципе. Оно идет против цивилизационного прогресса. Так не может существовать незаполненное пустое пространство какими-то эфемерными идеями. И поэтому я думаю, что скорее всего с падением Путина, неважно его смертью или физической немощью, произойдет то неизбежное, что происходило уже прежде. С пятилетками похорон в 80-х и со смертью Сталина в 53-м, кстати сказать. Ну и что тогда случится? Вот такой обвал. А что случится с мнением коллективного Запада? Поймем и простим? Ну вот смотрите, что касается распада, да, это скорее будет тоже распад. Отвалится Кавказ, я думаю, с Украиной все задвигается. Крым, если он к этому моменту не перейдет под контроль Киева, то перейдет в этот момент. Я думаю, что будут проблемы с лимитрофными разными зонами, с Калининградом. Восточная Сибирь, Дальний Восток могут испытать большой натиск со стороны восточного соседа Китая. Конечно, там возникнут территориальные вопросы, проблемы, с ними обострятся с тех же Японии относительно островов и так далее. Что касается Запада, вы знаете, Запад опять поведется на это. Вот опять он скажет, что мы не можем допустить полного распада, там ядерное оружие, боеголовки, давайте сохраним какой-то управляемый режим, чтобы это все не разошлось, не распалось, не рассредоточилось. Давайте будем так, чтобы вот мы как-то с этой группой, которая более-менее жестко держит ситуацию, давайте договоримся. Запад захочет, Вашингтон захочет опять договориться с какой-то вменяемой силой. Причем Запад не то чтобы не хочет демократии в России, он просто хочет контроля. Он не хочет брать на себя ответственность за вот эту территорию, которая непредсказуема с непредсказуемым народом. Я думаю, что будет опять искушение пойти по тому же пути. Есть хороший Ельцин, ну что ж он пьет? Давайте, зато он держит в железном кулаке эти ядерные
ядерную триаду, ядерное оружие. И поэтому давайте из Украины выведем это ядерное оружие, заключим Будапештский меморандум. А все будет держать Москва, ведь она такая хорошая. Ельцин же все время улыбается. Не будет же он воевать с Западом и так далее. Я думаю, опять поведутся снова на эту парадигму. Ну что, будем ждать. Наверное, мы уже так заскочили тут пару больших шагов вперед, но, наверное, будем ждать пока захлебнется вообще эти военные действия российские. Будем ждать этого. Ну и, конечно, будем ждать вечера, когда опять будет очередная доза информации и успокаивающих для всех, кто понимает русский язык, и для россиян, и для литовцев, и для латышей, из ваших уст и из уст Алексея Арестовича. Спасибо большое, Марк, за Спасибо это время. да. Спасибо. Спасибо, удачи большое. Пока. Спасибо, пока. Вот такой был интересный разговор с Марком Фейгиным. Конечно, очень много таких догадок, но живем в такое время. Очень трудно сказать что-нибудь конкретное, и потому что, когда ты говоришь конкретное, это может и не стать реальностью. Спасибо всем, кто смотрел. Смотрите и другие передачи на нашем канале. Держитесь там. Подписывайтесь, ставьте лайки. Нам это очень важно. Я Андрей Стапинас. До скорого.